Сначала переборол систему собственной армии, а затем завоевал высшую награду, не сделав ни единого выстрела. Всем привет, с вами Егор, и это реальная история фильма «По соображениям совести». Десмонд Досс родился 7 февраля 1919 года в Линчбурге в семье плотника Вильяма Досса и работницы обувной фабрики Берты Оливер. С 8 лет маленький Десмонд начал работать в местной заготовительной компании, чтобы хоть как-то помочь семье в период Великой депрессии. Его карьера плотника продолжалась вплоть до начала Второй мировой. Ему, как работнику судостроительной верфи, полагалась отсрочка. Определяющий момент в жизни Десмонда, который, возможно, помог ему сформировать отношение к оружию и насилию, произошел, когда он был мальчиком. Его отец и дядя были пьяны и подрались, но в фильме подразумевается, что драка произошла между отцом и матерью Десмонда. Отец Десмонда приставил пистолет к дяде, но вмешалась его мать. Она позвонила в полицию и попросила Десмонда спрятать пистолет. После этого молодой Десмонд вернулся как раз вовремя. Он увидел, как его отца погружают в полицейский фургон. Десмонд считал, что его отец убил бы своего дядю, брата матери, если бы мать не вмешалась. Десмонд поклялся, что это будет последний раз, когда он либо прикоснется к пистолету. Автомобильная авария, где пострадавшему Досс спас жизнь, на самом деле произошла на 29-м шоссе. В то время не было телевизоров, и было объявлено по радио, что срочно требуется кровь для пострадавшей женщины, чтобы спасти ее жизнь. Он шел пешком 3 мили туда и обратно после того, как сдал кровь. 2 дня спустя снова сообщили, что требуется кровь, и вот он снова идет пешком 3 мили туда и обратно. В фильме Десмонд хочет сдать кровь, чтобы познакомиться с Дороти, которая работает медсестрой. Но в реальной жизни он встретил Дороти в церкви. Дороти Шутти не была медсестрой, когда встретила Десмонда. Она получила степень медсестры только много лет спустя, после войны, когда ей понадобилось помогать содержать их семью. После войны Десмонд уже не мог работать полный рабочий день из-за полученных травм на всю жизнь. Десмонд Досс женился на Дороти еще перед выходом на военную службу. Как говорила Дороти, я вышла за него замуж потому, что мне казалось, что я могу доверять Десмонду. Десмонд Досс впервые встретил Дороти, когда она приехала из Ричмонда продавать адвентические книги. Первоначально армия отклонила его просьбу стать медиком и направила его в стрелковую роту, полагая, что давление со стороны сверстников убедит его обращаться с оружием. В реальности, как и в фильме, сослуживцы насмехались над ним и не хотели с ним общаться. Его называли Святой Иисус либо Святой Джо. Из воспоминаний разведчика батальона. Знаете, он молился по ночам и все такое, и некоторые парни снимали обувь, кидали в него туфлями, бросали в него вещи, насмехались над ним прямо на улице. Нет никаких записей того, что Десмонда ночью выкидывали из постели и избивали. Десмонд Досс помнит некоторые угрозы своего сослуживца. Как ему сказал один парень: «Клянусь Богом, Досс, ты пойдешь в бой, я тебя застрелю». В реальной жизни Десмонду тоже отказали в пропуске на свидании с женой и 2-недельном отпуске, чтобы увидеть своего брата. Брат Гарольд был в своем последнем отпуске, перед тем, как отправиться за границу с военно-морским флотом. Десмонд был потрясен тем, что, вероятно, он больше не сможет увидеть Гарольда до того, как отправиться в путь. В фильме отец Десмонда связывается со своим бывшим командиром, который пишет письмо, которое не дает ему предстать перед трибуналом. На самом деле отец связался с председателем церковной комиссии по военной службе в Вашингтоне, Карлайлом Хейсоном. Позже председатель церковной комиссии позвонил командиру полка, полковнику Стивену, и спросил, нужно ли ему приехать и расследовать ситуацию, связанную с Десмондом Доссом. Полковник сказал ему нет, и они все уладят. Первый шанс доказать свою храбрость появился у Досса во время гуманской операции, десятки раз вытаскивая раненых солдат прямо у носа противника. Тащил их на себе по колено в грязи до безопасного места, оказывал быструю и квалифицированную медицинскую помощь. По итогам своей службы на острове Гуам Десмонд был награжден своей первой бронзовой звездой. Это 4-я по значимости награда вооруженных сил США. Японцы вели настоящую охоту за медиками. Охота на санитаров несла исключительно практический смысл. Когда убивают санитара, падает моральный дух солдат. На небольшом острове Лейти с октября продолжались упорные боевые действия с японцами. В одном из эпизодов боевых действий во время штурма японских оборонительных позиций Досс заметил 2 раненых американцев за небольшим пригорком, которые были зажаты кинжальным пулеметным огнем с 2 направлений. Недолго думая, он бросился на выручку, выскочив из спасительной тени джунглей и пробежав к ним прямо через 200 метров открытого пространства. Когда он добрался до раненых, то обнаружил, что один из них уже мертв. Тогда он подхватил второго и уверенно пополз с ним обратно, то и дело вжимаясь лицом в грязь под свистом пуль.
летящих со всех сторон. В итоге его подопечный был спасен, а Дос за свою отвагу получил вторую бронзовую звезду. Во время интервью Десмонд вспомнил случай, когда он пытался помочь раненому японскому солдату. «Ребята наставили на меня пистолет, они использовали грубый язык», как говорит Десмонд. «Если ты будешь использовать эту штуку, мы тебя убьем». И он знал, что они имели в виду именно это. В фильме не показано, как Десмонд Дос был одним из 3 мужчин, которые вызвались подняться на гребень штурмуемой скалы и развесить грузовые сети. Эти сети использовались для спуска на десантные катера с армейских бронетранспортеров. На этом фото Десмонд стоит на вершине хребта. Перед атакой Дос настоял на том, чтобы вся рота помолилась. В официальном отчете для командира батальона лейтенант, командующий ротой, не зная, как рационально объяснить свой успех, так и написал: «Дос молился за нас». Десмонд Дос был худощавым мужчиной, но выносливым и сильным. Приблизительно 177 сантиметров роста. Вероятно, он никогда не весил больше 66 килограммов. Он работал на тяжелой работе на верфи и привык обращаться с большими бревнами. Батальон двигался боевой колонной, когда внезапно попал под шквальный огонь противника. В течение каких-нибудь 3 минут 100 человек из 300 были ранены либо убиты. Американский медик Десмонд Дос нашел способ в одиночку спасти примерно 75 своих раненых товарищей под тяжелым минометным обстрелом в течение 12 часов. Десмонд оценил количество жизней, которые он спас, 50 человек, но командир хотел отдать ему должность за спасение 100 человек. Поэтому они пошли на компромисс в 75 человек. За этот подвиг 12 октября 1945 года президент Труман наградил Доса почетной медалью. Один японский солдат вспомнил, что Десмонд Дос был в его поле зрения, но каждый раз, когда он хотел в него выстрелить, у него заклинило ружье. История с пулей для санитара. Десмонд укрылся в воронке от снаряда вместе с другими 3 солдатами, один из которых оказался ранен. Пока он накладывал ему повязку и вкалывал обезболивающее, в их укрытие попала граната. Десмонд попытался отшвырнуть гранату ногой, и в этот момент она взорвалась. 17 осколков попали ему в ногу и до бедра. Он лечил собственные раны как только мог. Десмонд ждал 5 часов, пока его товарищ Ральф Бейкер не доберется до него. Бейкер вместе с несколькими другими мужчинами несли Десмонда на носилках во время интенсивной атаки танков противника. Когда они несли его, он увидел на земле тяжелого раненого парня. Десмонд скатился с носилок и буквально подполз к нему, чтобы наложить ему повязку. Десмонд отдал свои носилки этому человеку, но ожидая возвращения помощи. Он был снова ранен, на этот раз снайперской пулей, которая раздробила ему левую руку. Он сделал шину из приклада и прополз оставшиеся 300 метров под обстрелом, в конце концов достигнув спасательной станции. Режиссер Мел Гибсон решил убрать это из фильма. Он чувствовал, что зрители сочтут это героические обстоятельства, в которые будет невозможно поверить. Несмотря на большую кровопотерю и серьезные повреждения, он остался жив. Но одна вещь его очень сильно омрачала. Где-то в тылу после того сражения он выронил свою Библию, которую ему подарила жена. В плавучем госпитале Доса навестил командир его подразделения и сообщил ему радостное известие о награждении медалью почета высшей военной наградой Соединенных Штатов Америки. Если наградные дела других кавалеров медали почета в своем большинстве составляют 5-7 листочков, то дело Десмонда Доса представляет собой внушительный фолиант размером 100 с лишним страниц. Когда после лечения он вернулся в США, его ждала небольшая посылка от однополчан. В ней лежала та самая карманная Библия, которой он так дорожил. После того, как позиции зачистили от японцев, весь личный состав роты обшарил каждый квадратный сантиметр холма в поисках этой Библии, пока ее не нашли. После войны его жизнь не была такой легкой. Десмонд Дос провел в больницах 5,5 лет и выписался лишь только в августе 1951 года. Военные продолжали лечить его антибиотиками, которые, как он считал, к 1976 году сделали его полностью глухим. Он прожил в молчании 12,5 лет, пока в 1988 году ему не установили слуховой аппарат. Десмонд Дос умер 23 марта 2006 года. Я не пытался стать героем. Я смотрю на все это с такой позиции. Вот горит дом, а внутри плачет маленький ребенок. Что заставляет мать зайти внутрь и спасти его? Любовь. Вот что. Я просто любил своих парней, и они любили меня. Я не считаю себя героем. Я просто не смог отказаться от них, так же, как и мать не может бросить своего ребенка. Слова Десмонда Доса. Друзья, если вам понравилась история, то ставьте лайк, подписывайтесь,